Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какая же случайная встреча произойдет в вашей жизни? С кем будет эта встреча? И чем она закончится? Итак, как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И смотрим, в каких энергиях вы пребываете сейчас. Так. Вот сразу почему-то хочется сказать, что вы человек глубоко травмированный душевно. Вот именно состояние душа болит, а сердце плачет, оно либо же уже в прошлом, да, у некоторых из вас, кто-то же сейчас пребывает в таком состоянии. Смотрите, очень такое неприятное, болезненное было это ранение, да, причем я бы сказала, что оно могло быть еще либо неожиданное, из-под тишка. Очень, так знаете, вы пытались, может быть, оправдать какую-то ситуацию, может быть, не хотели верить, да, допустим, если это касается женщины, может быть, вам и говорили, может быть, даже вы там чего-то подмечали в ее поведении, какие-то мысли, сомнения были по поводу ее там измен, обмана, но вы все равно как-то пытались оправдать, обелить ее, да, не очернить, а именно обелить ее. Поэтому для вас это какое-то было такое довольно глубокое, очень болезненное ранение, которое вы даже не хотели верить. Вам, знаете, вот поначалу это могло быть какое-то шоковое состояние, вот когда все произошло. Настолько вот было даже, я не знаю, наверное, с ударом ниже пояса это можно сравнить. И то, наверное, это будет более такое, я не знаю, разрушительное, наверное, для вашей жизни, разрушительное состояние, разрушительное для вашего здоровья. Причем у некоторых может проигрываться, что и по финансам еще ударило, да, поскольку у вас деньги, в общем-то, водились всегда. Я не могу сказать, что вы бедствовали. Но по деньгам тоже у вас мог быть большой удар. С чем это связано? Давайте уточним. С прошлым, с любовью связано. Причем, я вам скажу, да, вот это вот ваше любовно-финансовое приключение, может быть, не у всех еще и закончилось. То есть это могут быть еще судебные разбирательства, когда женщина хочет отсудить, начиная от алиментов, может быть, это дележка машин, квартир, там, денег и так далее. Ну, то есть, знаете, такая непростая ситуация, которая даже вас, вот сильного мужчину, она поставила вас на колени, так скажем. Вот сломили просто вас морально, сломила женщина вот этими своими какими-то уловками, обидами, предательством, да, у каждого это будет свое проигрываться. Но я вам скажу, что несмотря на эту боль, мне даже, конечно, удивительно, это я не знаю, у меня просто нет слов, но несмотря на то, что произошло, вот у некоторых из вас может проигрываться, что вы все равно ностальгируете за этой женщиной. Причем ностальгируете регулярно. Это могут быть мысли постоянные о бывшей, это могут быть какие-то просматривания фотографий, переписку читаете, да, может быть, даже ходите в тех местах специально, где вы вместе ходили. Ну, то есть вы вот это все мусолите в голове постоянно. Я неоднократно рассказывала, опять же, в своих видео, но повторюсь. Чем больше вы будете думать, просматривать все, что есть, все, что связано с вашей бывшей, тем больше вы сами себя будете подсаживать на нее. Это будет своего рода зависимость. Вы никогда так не сможете ее забыть, ребят. Вот никогда. Опять же, я вам чисто психологически советую. Смотрите, если вы хотите забыть человека, а тем более человека, который предал и который вот такую глубочайшую боль вам и обиду нанес, вообще уберите. Уберите из своей жизни, из телефона, отовсюду, все, что напоминает о ней. Это фотографии, переписки, вещи какие-то. Не ходите туда, где вы вместе гуляли, может быть, бывали.
То есть вы должны убрать все из своей жизни, все, что с ней связано. Потому что ваш период вот этот страданий, ностальгии, он может затянуться реально не на месяцы, а на годы. И, естественно, ни о каких новых отношениях не может быть тогда речи. Итак, смотрим дальше. Что же будет дальше в вашей жизни? Вот личная жизнь, вообще я не вижу у вас на данный момент вот женщины такой, чтобы вот серьезные, стабильные отношения, да? Давайте-ка посмотрим, с кем же произойдет у вас встреча, что же будет. Ух ты! Смотрите, в вашей жизни через какой-то период, да, вот когда вы возьмете себя в руки, когда вы выбросите все, что связано с бывшей, я вам такую вот программу, установку даю, установку на позитиве, на добро. Вот когда вы отгорюете, отболите, смотрите, у вас в вашей жизни будет совершенно неожиданная встреча, либо же с женщиной, с которой у вас когда-то был роман, да, либо же с ней, возможно, у вас была какая-то просто взаимная симпатия, пусть даже романа не было, но вы нравились друг другу. Женщина, смотрите, она, в общем-то, она может быть даже статусной. Она не серая мышка, она очень привлекательная, знает себе цену, она хорошо зарабатывает и умеет зарабатывать, может даже проигрываться земного знака зодиака. Она не такая вот суперактивистка, да, которая постоянно куда-то мчит. Нет, она очень такая степенная, может даже в чем-то медлительная быть, очень рассудительная, может проигрываться такая либо шатенка, она, либо же ну, русые волосы, темно-русые такие. То есть она серединка на половинку, не блондинка и не брюнетка. Она, знаете, очень такая вот целеустремленная и в то же время знающая себе цену. Она вот общается с людьми очень уважительно. Вот она еще, знаете, очень справедливый человек. Она живет по совести. То есть эту женщину вы знаете. Опять же, думайте, вспоминайте. У вас были с ней очень красивые, ну, отношения, либо общение, очень такое теплое. Я не говорю, что обязательно это роман мог быть. Нет. У каждого это будет по-своему проигрываться, да? Даже если у вас не было романа, но у вас, опять же, была симпатия, и вы как-то вот общались, но это был, знаете, мог быть легкий флирт какой-то, какие-то такие красивые поступки, да, вот, допустим, это может быть что угодно, элементарно, даже если вы были, допустим, коллеги по работе, может быть, вы просто на обед пригласили, да, вот вы хорошо посидели, да, вы там кофе заказали, там пальтишко подали, ну, то есть у вас с этой женщиной, в принципе, связаны довольно теплые воспоминания. Хотя вот смотрите, я вам скажу, что когда вы пересечетесь вот случайно с ней, вот вы какой-то период вы не виделись. Вот вы не виделись, это дама из прошлого, так сказать. Вы увидите, с одной стороны, вот вы обрадуетесь, да, вот как бы давно не виделись, вы пообщаетесь и так далее. Но как-то в сердце вы ее побоитесь впускать. Вот первое время вот вы будете очень так настороженно как-то общаться. Может быть, потому что еще не очень отошли от прежних отношений. Может быть, еще из-за недоверия вообще к женщинам, потому что многие мужчины разочаровываются, когда их предают. Ну, то есть это будет такое сначала, знаете, вот реально дружеское какое-то вот общение. Так, что же будет дальше? Знаете, у меня такое ощущение, что вот вы встретитесь, пообщаетесь, а потом как-то снова пропадете из поля зрения друг друга. Вот будете снова какой-то период жить каждый своей жизнью. Но потом вы повторно пересечетесь, повторно я вам скажу, и здесь уже вы как будто увидите ее совершенно с другой стороны. Причем почему-то она вам покажется вот более жесткой, чем она была когда-то. Знаете, вот такое общение, что, может быть, даже что-то вам не понравится в ее
может быть, холодный какой-то, такой, холодные нотки в голосе, да, может быть, в поведении что-то вас насторожит. Ну, то есть вы еще так можете подумать, что а раньше ты была не такая, да, потому что раньше вот как-то более светлая, более теплая была. А сейчас вот почему-то она вам покажется более холодной, расчетливой, да, ну вот как будто какие-то перемены произошли. Хотя я вам скажу, женщина очень серьезная, она абсолютно не рассматривает мужчин для развлечения, она нацелена на семью, она именно семейный очень человек. Но на момент вот вашей встречи, вот случайной вашей встречи, она будет свободна, рядом у нее не будет мужчины, ни отношений, никого. То есть человек абсолютно открыт для общения, для новых отношений. Но опять-таки вы будете снова, даже вот второй раз вы пересечетесь с ней, и снова вы будете очень настороженно как-то к ней относиться. Так, что же дальше? Что же у нас за холод-то такой? Вот, посмотрите, почему вы еще насторожитесь. Потому что вы считаете, потому что все женщины как бы для вас вот, ну, манипуляторши, женщины, которые используют мужчин. У вас будет некое такое сомнение, да, потому что вот внешне она вам нравится, эта женщина, но что-то вот в ней вас настораживает. Как бы, ну я не могу сказать, что ну прям так отталкивает, нет. Но вот какой-то холодок от нее, что-то так насторожит вас. То будет период, что вы засомневаетесь, да, вот, а стоит ли с ней связываться? Так, свяжетесь ли вы все-таки с ней? Вот, вы еще считаете, что она корыстная, да, вот вы считаете, что снова нужно будет тратиться, снова будет вкладываться, потому что она красивая, ухоженная женщина. А вам это уже как бы надоело, да, уже как бы в одну вкладывался, а во вторую снова не успел для себя пожить, снова начинается этот же цирк. Поэтому вы будете, я вам скажу, вы будете прислушиваться к своей интуиции, вот к своему сердцу. Вы решите вот не сколько логику включать, сколько вот будете как-то прислушиваться к своим ощущениям, что вы испытываете, ну, чувства какие, может быть, к этой женщине, ну, в процессе вашего вот общения с ней. Причем, смотрите, у вас будет сначала будет романтичный такой вот период, хотя он будет и не очень-то такой доверчивый, да, этот период. Но сначала это вы будете расценивать, ну, как роман. Вот роман, потому что вот серьезные отношения вы еще не будете готовы как бы начинать. Постепенно, очень постепенно отношения ваши будут развиваться. Причем это будут кардинальные перемены. Кардинальные перемены, но через время. Я еще раз говорю, это будут не стремительные отношения, не такие вот романы, которые, знаете, страсти кипят, бурлят. Это будет очень такой роман. С одной стороны, это реально просто вот как роман, да, по дьяволу у нас, вот как любовники люди встречаются. Вы побоитесь впускать ее в душу, в сердце, будете присматриваться, сомневаться, да. Но чем больше вы будете общаться, тем больше вы будете понимать, что она именно та, вот, которую вы ищете. Что она именно та, которая нужна для жизни. И у вас с ней могут быть даже семейные отношения. Причем вы сблизитесь до такой степени, что вам будет, знаете, вот ну, настолько комфортно вдвоем, что другие вам просто не нужны будут. Вот как будто вы огородитесь от всего мира. Вот сходили на работу и все, и дома. Вот и дома, и вдвоем, и супер, все классно, да, мы проводим время вдвоем. Вот настолько вам станет гармонично, да, вот очень интересные такие перемены, если вначале у вас будет полно сомнений, каких-то опасений, то настолько трансформируются вот ваши взаимоотношения, что вам будет настолько вот тепло и уютно именно вдвоем. И третьи лица, никакие друзья, приятели, никто вам будет не нужен в этом мире. Вот такой был расклад, такая вот случайная встреча в вашей жизни произойдет. Кому понравился расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!